Так много роутеров хороших, так много роутеров красивых, и многие просят достаточно интересные роутеры быстрые. Сейчас у нас, кстати, в Украине уже, кто не знал, есть провайдеры, которые дают 2,5 гигабита. Вот, честно, можете погуглить, во Львове уже есть такие провайдеры, в Киеве даже некоторые там зарекаются. 2,5 гигабита. Помните, я еще год-полтора назад говорил, что это будет? Мне никто не верил. Сейчас уже есть. А сегодня у нас на обзоре вот такой вот RT-BE82U роутер. Это базовый Wi-Fi 7 с продвинутыми возможностями. Объясню, что такое базовый Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 стандарт вообще интересная штука получилась, потому что он может быть базовым без 6 ГГц, 320 МГц, но с признаками Wi-Fi 7, это, грубо говоря, WPA3 Enterprise, там MLO, там целый набор каких-то базовых функций, там 4К CAM и тому подобное. При этом главное, чтобы вот каждый диапазон работал 802.11be, да, стандарт. Здесь, допустим, есть 2,4, 5 ГГц, 160 МГц ширина канала и все порты 2,5 гигабитные. Если брать в расчет по сравнению, вот вы меня можете спросить, ну хорошо, есть BE50 от Asus, буквально недавно я обозревал, он более бюджетный, и какая между ними разница? Вот казалось бы, вот тебе не нужны, например, LAN-порты все 2,5 гигабита, а нужен только WAN-порт и Wi-Fi быстрый. А я вам объясню, то, что здесь порты это одно, а то, что здесь расширенный родительский контроль, например, да, здесь расширенная работа с безопасностью, то есть здесь есть вот эта вот безопасность от Trend Micro, которая на уровне искусственного интеллекта там, защищает от атак, которая выявляет зараженные устройства, зараженные сайты. То есть здесь на более классный набор функционала, 4-ядерный 2-гигагерцовый процессор и более интересные скоростные режимы. Плюс есть USB, куда вы можете подключать 4G, 3G роутеры. Вы сюда можете подключать, например, SSD-диск и организовывать медиа-сервер. Вы можете организовывать Samba-сервер, FTP-сервер. Еще и есть такой iDisk, да, как называемый, который через сервисы Asus можно в любой точке мира получать доступ к вашему диску. Вот основное отличие. Да, он чуть-чуть дороже, чем BE50, если сравнивать именно с ним. Ну, как-то у меня так уже отложилось. Вообще, ссылки в описании под видео. Вы можете перейти, посмотреть его цену. Конечно же, подписывайтесь. А мы сейчас с вами пойдем его тестировать. Но перед этим я вам покажу, что на нем есть. Потому что распаковки как таковой нету. Что тут распаковывать? Есть, смотрите, порт 2.5. Плюс еще 4 порта 2.5. При том, что некоторые порты можно назначить, некоторые. Здесь есть функция двух провайдеров. Есть USB 3.2, конечно же, кнопки включения, кнопка, разъем питания, кнопка WPS и Reset. И все, и больше ничего здесь нету. Весь в диффузорах охлаждения, чтобы не грелся. На стену его не рекомендуется, здесь его и нету креплений, потому что нужно, чтобы сохранялся эффект конвекции. Да, там, то есть как конвектор он захватывал снизу холодный воздух, сверху выводил. Вот как-то так. Есть еще блок питания и, в принципе, больше ничего. Переходим, тестируем, потом делаем выводы. Так, смотрим сети, но хотелось бы начать с тестов. Ссылки на роутер сам по себе в описании под видео, но посмотреть еще, что заявляется производитель, очень сильно хочется. Двухдиапазонный маршрутизатор стандарта Wi-Fi 7 для расширения сети. Поддержка 4К CAM, MLO, 5 портов Ethernet 2,5 гигабита. Кстати, здесь все ссылки я тоже опять же закинул на всех продавцов в описании под видео. А вот в характеристиках смотрим. Конечно же, стандарт 802.11be. В беспроводной сети 2,4 ГГц у нас 688 мегабит канальная скорость. 5764 мегабита в 5 гигагерцовом диапазоне. И у нас наружных антенны 4х4. При этом у нас схема MIMO 4х4 в 5 ГГц и 2х2 на 2,4 ГГц. 4-ядерный процессор 2 гигагерцовый. Кстати, 1 гигабайт RAM и 256 флеш с поддержкой всех этих фишек OFDMA, 4К CAM. И у нас, смотрите, в чем фишка. Все порты 2,5 гигабитные, но по всем остальным функциям посмотрим, что же там в середине есть. Если посмотреть в обзоре, тут они, в принципе, ничего нам умного не напишут. Кроме того, что здесь IoT есть, сеть, это для устройств умного дома. Достаточно быстрый 5 ГГц с поддержкой MLO и 4К CAM. Конечно же, поддержка, да, вот в чем вот эта 8-я серия интересна, это тем, что она обеспечить покрытие может обеспечить покрытие до 230 квадратных метров.
И плюс еще у нас есть расширяемая сеть Wi-Fi Mesh. Вот это, кстати, прикольно. Приложение, ну, приложение нас не сильно интересует. Качественный сигнал. Вот мне интересно прям покрытие. Все-таки мощнее. О, USB 3. Хорошо, хорошо. USB 3, это значит, у нас здесь есть возможность организовать 4G у нас подключение модема на нашем роутере для обеспечения бесперебойной работы. Да все, слушайте, давайте уже тестировать его, наверное. Начнем с тестирования 2,5 гигабит портов всех. Ну, фактически он на одном подключен, на втором у нас сервер наш висит. И тут 2,5 гигабит чистые. Я даже вот не буду переживать по этому поводу. 2,5, ну, грубо говоря, 2300 там на 2300, это у нас 2230, это у нас плюс служебный трафик. А мы смотрим, что на отдачу. Все, тут у нас супер. С этим хорошо. А теперь мне интересно протестировать Samba сервер. Объясню. Дело в том, что пока мы уже на этом компьютере, объясню. У нас здесь есть SSD-диск, подключенный через USB 3. Максимальная скорость, которую мы регистрировали, до 100 мегабайт в секунду, но мы видим сейчас фактическую 75. Мы не будем говорить, что она как-то выше, вы вот 77, 77,5. Это то, что вы видите своими глазами, и глупо будет заявлять что-то другое. Но что такое 77 мегабит? Не путайте, это не мегабайты. 77 пиковая своими глазами видим, умножаем на 8, это 616 мегабит можно читать с какого-нибудь флешки, с диска подключенного к вашему устройству. О, 81 пошло, было пиковое значение. Тут уж, я вам скажу, нормально. Кстати, в обе стороны он такую скорость выдает. А ну, смотрим, смотрим, смотрим. Ну давай. Слушайте, стабильно, смотрите. Все абсолютно стабильненько идет. 80 мегабайт в секунду, даже 81 был в пиковом значении. Хорошо, теперь нам... ну смотрите, дело в том, что если тестировать внешний порт, если говорить про внешний порт, то мы можем протестировать здесь скорость интернета, ну мы уже там... О, смотрите, видите, на внешний порт, это уже даже через внутренние какие-то возможности роутера, через внутренний тест, мы можем посмотреть, что он это тоже чисто 2,5 гигабитный, 2,5 гигабитный роутер. Идеально, просто идеально. Я вам скажу, по портам меня все устраивает. По USB тоже. Вот в этом плане хорошо. Теперь будем тестировать сеть Wi-Fi. Так, а тут у нас все достаточно прозаично. Давайте мы выберем Asus. Вот он, BE82 у нас 5G. На WPA3 и плюс у нас Connect 2593 с хорошим покрытием. Это у нас Wi-Fi 7. Давайте пробовать скорость сети. Стартуем. И получаем 2 гигабита в пиковом значении. На Wi-Fi 5 ГГц. 250, лисичка. Я в шоке. Вот это класс. 237 на загрузку. Wi-Fi 5 ГГц. Леночка, ты нам нужна. Ты нам очень нужна протестировать Wi-Fi. Лисичка у нас сейчас прибежит. Смотрите, 200 на 1700. Это очень хороший результат. Так, смотрите, как мы тестируем покрытие. У нас большая студия, дистанция 30 метров через перестенок. Лисичка, отходишь аж туда на склад и проводишь тестирование. Посмотрим, что у нас получится. Но роутер мне очень нравится по своим скоростным характеристикам. Удобно, что в этом ценовом диапазоне мы имеем с вами и USB, поддержку 4G, и, допустим, сервер печати можно сделать. Он поддерживает, допустим, те же самые внешние сетевые карты ASICS, да, можно подключить и получить еще один дополнительный порт. Ну и сейчас посмотрим еще, что у нас есть в функционале. Ну как там дела, Лисичка? Сколько? 1531. Очень хороший показатель, я вам объясню. Дело в том, что на такой дистанции, не уходи далеко, сейчас 2.4 будем тестировать. На такой дистанции у нас установлено ограничение, для нас норма, то что падение должно быть не более 60%. Мы здесь видим показатель, ну, ниже, чем 60%. Это хороший показатель. Ну, в принципе, это не младшая модель роутера, поэтому... Ну, сейчас 2.4. Я 2.4 вообще не тестировал на нем еще, чтобы вы понимали. Это вот для меня первый тест, аж интересно будет. Смотрим. А ну, тестируем. Так, он сейчас показывает 180, это уже неплохо. Это уже неплохо, но давайте 40 МГц ему приплетем. Сейчас 40 МГц включим.
Я должен видеть максимальные цифры. Так, стоп, мы остановили. Есть. Сейчас мы переподключим его. Так, есть Asus BE, подключаем, смотрим канальную скорость, у нас 309 мегабит, хорошо. Многие почему-то путают и думают, что если там написано 600, вот, 40 мегагерц, у нас пиковое значение 350 мегабит на 2,4 диапазоне, 370 мегабит. Очень хороший, кстати, 2,4 ГГц, вообще отлично. На 40 мегагерцах прям выдает скорости. 353 и там в среднем 200 выдает. Хорошо. Сейчас посмотрим на покрытие. 353 на 160. Хорошо. Смотрим покрытие. Отходи. Что, Леночка, там долго. Ну что там, Леночка? 140. Нормально. А ну-ка смотрим. Ага, 135 на 61. Ну, чего и следовало ожидать. В последних версиях, да, там Wi-Fi 7 роутеры, в последних стандартах уже идет вопрос того, что 2.4 слабее, чем 5 ГГц. Ну, 5 ГГц меня порадовал. 2.4 слабее, вам скажу, он такой на грани нашего, скажем так, порога теста. По тестам скорости меня полностью удовлетворил данный роутер. Для меня, как бы, вот я вижу все, что вот мне необходимо. А теперь давайте посмотрим с вами на какие-то основные особенности. Не хочу тратить время на перечисление нудных каких-то вещей, которые нам не нужны. Первое, на что хочется обратить внимание, это поддержка iMesh. То есть вы можете сюда подключать узлы дополнительные и расширять свою сеть, ну, честно говоря, там 500-600 квадратных метров, это будет прям топ. Теперь дальше, сеть. Да, я думаю, что там даже больше, там 1000 квадратных метров можно покрыть, если правильно умно расставить. Дальше. Сети. У нас есть гостевые сети, есть детская сеть. Ух ты, с родительским контролем пойдет. Сеть интернета вещей. Классная тема. По VPN. А давайте сразу пойдем по VPN посмотрим. Он поддерживает у нас по VPN сервер. Можно сервер поднять. PPTP, OpenVPN, IPsec VPN и WireGuard. Чтобы вы понимали, это позволяет нам делать туннелирование, создавать виртуальные сети. Да и в принципе использовать VPN как таковой. Есть поддержка VPN Fusion, InStartGuard есть у нас. По VPN вообще вопросов нет. А теперь дальше. Многозвязочная операция, это поддержка MLO, ну и вот она, гостевая сеть интернета вещей. Больше тут, в принципе, ничего нет. Давайте посмотрим, что у нас есть. О, вот, чем отличается. Если брать, допустим, младшие версии по типу BE500, то они по скоростным характеристикам нормальные, но там нет USB-порта из тех новинок, которые я тестировал. И вот этот вот Trend Micro, там нет сетевой защиты на базе технологий компании Trend Micro. AI Protection, чтобы вы понимали. То есть, что можно? Когда вы ее активируете, по факту у вас будет блокировка вредоносных сайтов, двухсторонний IPS, это предотвращение атак, обнаружение, блокировка зараженных устройств в сети. Ну, есть у нас блокировка вредоносных сайтов, видите, двухсторонний IPS и обнаружение. То есть все это у вас активируется, когда вы включите. И также есть здесь более расширенный контроль, то есть у нас есть фильтр сайтов и приложений. Давайте его включим. Теперь дальше, родительский контроль. Фильтры сайтов и приложений. Здесь он более тоже расширенный, чем у бюджетных версий. Там можно просто блокировать URL сайтов, которые вы им даете. А здесь можно, знаете как, контент для взрослых отфильтровать. Например, интернет-мессенджеры, соцсети, пиринговые сети, мультимедийный контент. Ну, давайте, например, лисички заблокируем ее любимые там какие-то фильмы, вон, давайте вот этот вот лэптоп, и уже, ну, я не буду применять, сейчас в обморок упадет вообще. Теперь дальше, по расписанию доступ, блокировка, и есть поддержка AdGuard. Это фильтр рекламы через DNS, через AdGuard DNS. Есть у нас службы адаптивного сервиса QoS, есть анализатор трафика и, конечно же, фирменные USB приложения. iDisk — это организация общего доступа к файлам на USB накопители через интернет, через фирменные сервисы. Файл-сервер, у нас здесь есть поддержка медиа-сервера. Чтобы вы понимали, здесь можно включить и iTunes сервер, и медиа-сервер. Это значит, что если у вас есть на жестком диске или на SSD диске, которые подключены к данному роутеру, то вы сможете на смарт-телевизорах, на ТВ-боксах, допустим, на тех же самых телефонах и других компьютерах просматривать мультимедийный контент через медиа-сервер. То есть здесь есть DLNA сервер по факту. Есть поддержка Samba и Cloud Disk, по сути, облачный, кстати, с разделенным доступом. Я, видите, экспериментировал, создавал разных пользователей.
И есть у нас FTP. Можно включить FTP, включить доступ по WAN, разрешить анонимный ход. Ну, короче, стандартные настройки. Также в USB приложениях мы видим сервер печати. То есть здесь можно подключить принтер и организовать сетевой принтер. Есть у нас 3G, 4G модемы, Time Machine и, конечно же, Download Master. Это торрент-качалка, но ее показывать в обзоре не будем. Как бы не сильно акцентируем на ней внимание, но она есть. По 3G, 4G роутерам все просто, включается режим USB, у нас есть расширить значение TTL, это если вы, допустим, подключаете тариф, в котором нельзя раздавать, то здесь можно симулировать, изменить значение TTL, и чтобы провайдер не думал, что вы раздаете, а типа используете сами. Также в беспроводной сети мы видим, что у нас есть миксованные режимы канала 2040, 2040 отдельные, от 1 до 13 канала в 2,4 ГГц. И есть у нас еще, смотрите, в 5 ГГц 160 МГц, можно даже отдельно включать хорошо. И каналы от 36 до 140. Есть у нас поддержки, вот, поддержка мультилинк. То есть вы можете создать мультилинк, отдельную сеть. Даже не просто объедините, что есть, а создать отдельную сеть. В локальной сети все стандартно. Хочется отметить, что есть IPTV, поддержка IPTV. И есть у нас управление коммутатором можно управлять поддержкой Jumbo Frame. В самой поддержке WAN, то есть интернет, у нас есть возможность авторизации на статику, на PPP, OE, PPTP, L2TP и есть двойной WAN. То есть это означает, что мы можем здесь с вами сделать два, допустим, порта по 2,5 на балансировку нагрузки. Будет виртуальные, скажем так, теоретически не путайте, это не агрегация, это балансировка. И у вас будет теоретически их 5. Либо отказоустойчивость, когда он будет переключать, если на одном пропадает, допустим, интернет. Очень классная функция, поддержка двух портов WAN, двух провайдеров, отлично. Есть переадресация портов, есть переключение портов, поддержка демилитаризированных зон, управление через DDNS. Вот, пожалуйста, видите. И, конечно же, NAT pass-through, то есть ускорение NAT. Также Amazon Alexa не сильно меня интересует. VPN мы уже с вами смотрели, IPv6 есть. Есть BrandMauer. BrandMauer с фильтром URL адресов, ключевых слов и фильтром сетевых служб. Слушайте, а больше-то ничего здесь такого нет. Я, в принципе, готов пройти и прорезюмировать данный роутер. Да, кстати, WPA3 поддержка есть. В качестве выводов скажу, если вам хочется немножко продвинутого Wi-Fi 7 базового, то в принципе это, я не говорю сейчас про топы, там какие-то роги, тафы и все остальное. Нет, вот базовый, обыкновенный, бытовой, продвинутый и с хорошими функциями роутер. Он неплох, очень неплох. Я рекомендую, с вами был Бабл на канале Технозон, пока.